Сейчас я покажу вам эти лица. Я, конечно, имею в виду и места, где вкусно не только моим рецепторам, но и моим глазам. И да, ребята, это один из моих ресторанов. Приветствую вас, любители вкусных путешествий. На этот раз мы в Праге, в моей любимой Праге, в месте, где я живу. А зовут меня Юрий Колесник. Живу я в Праге почти 30 лет. У меня здесь рестораны, и я надеюсь, мои рекомендации будут для вас полезны. Да, и мне нужно еще уточнить один момент. Когда я говорю о вкусных местах, в которые я вас поведу и покажу, я, конечно, имею в виду и места, где вкусно не только моим рецепторам, но и моим глазам. А Прага именно такое место. Хотя в Праге больше 5000 ресторанов и есть действительно сотни очень интересных и вкусных мест, давайте все-таки сначала просто насладимся ее красотой. Я много путешествую по разным странам Европы, хожу по вкусным ресторанам, но каждый раз, возвращаясь в Прагу, я снова и снова влюбляюсь в нее. Собственно, я возвращаюсь в такую диснеевскую сказку. Это ли не сказка? Восхитительная Староместская площадь, Пражский град с его романтичными улочками, ну и, конечно, знаменитые часы. Или Пражский орлой. Вот здесь, на этом месте, все снимают часы. А я обожаю смотреть на лица этих людей всех возрастов. Маленькие дети, 50, 60, 90. Сейчас я покажу вам эти лица. У всех лица маленьких детей. Выражение лиц маленьких детей. Смотрите, люди всех национальностей, всех культур одинаково проживают это с восхищением. Чего греха таить, Прага не славится шикарными ресторанами, гастрономическими традициями, но у вас есть я, и я вас поведу по правильным, великолепным местам. Вот она, ребята, лучшая пивная, прямо в самом туристическом центре. Локал. На самом деле локалов несколько в Праге, но этот удобен, если вы посещаете Прагу как турист. А что здесь написано на входе? Проходите дальше. У нас свежее приготовлено, и пиво очень... И мы позаботились о пиве. Пиво здесь на самом деле потрясающее. Наверняка есть тысячи travel-блогеров,
которые уже записали десятки тысяч видео о Праге, и с большинством из них мне, конечно, не тягаться. Но я попытаюсь показать вам вкусную Прагу своими глазами. Вот он, Карлов мост, которому уже почти 670 лет. А за ним виднеется зеленый холм. Это Петшин. Место, откуда открывается невероятный вид на Прагу. Ну а мы прогуляемся пока по Карлову мосту. Судя по количеству туристов и их эмоциям, становится понятно, что не я один влюблен в Прагу. Практически всегда, когда я приезжаю в другие европейские города, в том числе туристические, известные, красивые, и меня спрашивают, откуда я, а я говорю из Праги, первая реакция – вау! Мы сейчас идем по, пожалуй, одной из самых респектабельных и красивых улиц не только Чехии, Праги, но, я думаю, и мира. Это улица Парижская. Улица Парижская – это улица самых дорогих брендовых магазинов. Здесь, пожалуй, самое дорогое респектабельное жилье. Ну и, конечно, здесь невероятно красиво. И по странному стечению обстоятельств, прямо за углом от улицы Парижской находится один из самых известных, много лет известных своим качеством ресторанов, ресторан Лаверан. Этот ресторан в течение 24 лет рекомендован Мишелином. Ну и да, ребята, это один из моих ресторанов. Теперь самое время отправиться за пределы туристического центра. Big Smokers. Этот ресторан расположен в одном из самых быстро растущих районов Праги, расположенных недалеко от центра, туда даже можно дойти пешком. Ну, как вы понимаете, название само говорит за себя. Демократично, брутально и очень вкусно. Лучший кофе, по мнению большинства моих знакомых, именно здесь. Мой шалой кавы. Ну или что-то типа «моя чашка кофе». Безумно популярное место расположено еще в одном модерновом районе Праги, в районе Карлин. Лучшая пекарня. И она тоже расположена, конечно, не в туристическом центре, а
в районе Карлин. И называется она СК. Модерновый дизайн, очень приятный персонал и потрясающая выпечка. Конечно, в Праге десятки других классных мест, но о них я расскажу в следующих выпусках. Лайкай, хвали или ругай.